И вот ты такой крутой подъезжаешь на машине, а она такая раз. Правда неприятная вещь, когда наступает жара и дверь начинает предательски скрипеть. Это очень сильно надоедает, особенно когда машина вроде у тебя иномарка, да, и вроде нормально. Ну что ж, поедем в гараж и попытаемся разобраться, в чем проблема. Итак, мы приехали в гараж. Проверим еще раз наши дверки. Вообще не круто, да? Так, еще нормально. А вот этот вот звук вообще добивает. Мы выяснили, что скрипит. Давайте покажем вам. Скрипит вот эта вот часть, вот этот фиксатор. И скрипит чаще всего в теплое время суток, когда жара начинается скрип дверей. Мы не будем углубляться в детали, почему это происходит, расширение металлов и тому подобное. Мы, как обычные автолюбители, водители, нам самое главное, что удалить этот скрип. Итак, для этого давайте попробуем для начала затянуть все болты. Попробуем с этих вот затянуть их для начала. Итак, тут понадобится ключ на 13, здесь ключ на 10. Здесь 2 болта, здесь 1. Итак, начнем. Все равно. О, да. Как бабушкина старые двери, да? Давайте попробуем теперь все это счистить, всю эту грязь. Обезжиривателем пройдемся, всеми этими вещами пройдемся и смажем заново. Попробуем нанести смазку заново. Объясню сразу, многие вам посоветуют использовать просто там ВДшку, да, попрыскать и все пройдет. На какое-то время это должно помочь, но на самом деле, если я не ошибаюсь, то эта самая вещь будет вымывать вам всю смазку. То есть в итоге у вас получится то же самое. Будете только и возить с собой эту ВДшку. Наверное, надо попробовать все-таки избавиться более кардинально. Итак, начнем. Так, что мы сделали? Мы взяли обезжириватель и с помощью салфетки полностью прочистили этот шарнир. Как смогли, прочистили. Да, не идеально, согласен. И здесь всю эту грязь, всю пыль, которая накопилась, тоже счистили до самого конца. Потом взяли смазку, на данный момент это литол обычный. Нанесли здесь, так плотненько, как вы видели, нанесли. И здесь. И тоже по всей поверхности, потому что дверь, когда ходит, закрывается, и смазка уходит туда, вовнутрь. И поработали дверью. Поработали дверью, чтобы все это туда внутрь ушло. Вот, поработали. Вот, давайте для примера даже попробуем медленно. Обычно я надавливал, чтобы был скрип. Нет, попробуем еще раз. До конца. Нет, скрипа нет. Дверь стала ходить мягче. Кстати. Да, намного мягче. Сама закрывается. Потом взяли салфетку и просто сверху и отсюда сняли все лишнее. Просто, ну, чтобы был эстетический вид какой-то получше. Все, скрип прекратился. Ну, как слышите сами. Открывали, был скрип, как старая бабушкина дверь. А теперь нету. И так мы сейчас обработаем все двери, чтобы на лето забыть об этом скрипе.
повторяюсь, можно использовать смазку типа ВД-40 или еще подобную. Но сколько я раз пробовал, через какое-то время скрип возвращается. Поэтому я вам советую лучше один раз так сделать. Литол стоит очень дешево, он копейки стоит. Ну, обезжириватель, у кого какой. Можете просто с водой попробовать снять. И нанести, забить просто литол, он там сам проникнет. Тем более, если вы дашкой пользовались, то, скорее всего, вы уже вымыли оттуда всю смазку. Все, спасибо за просмотр. Надеюсь, этот способ вам помог. Если есть какие-то другие способы, вы их знаете, пишите в комментариях. Нам будет интересно почитать и узнать о новых способах. Спасибо, всего доброго.